закона кармы в физическом мире. Когда вы приходите в воплощение, завеса закрывается за вами, и вы перестаете помнить о том, что происходило с вами перед воплощением. Вы забываете ваши предыдущие воплощения. Такое положение вещей существовало не всегда. И эта мера скорее является гуманной по отношению к вашим жизнепотокам, чем ограничительной. Дело в том, что во многих ваших жизнях вы совершали не самые лучшие поступки. И если бы вы помнили обо всех своих тяжких поступках и злоупотреблениях, то вы не смогли бы действовать в вашей текущей жизни. Поэтому завеса в вашей памяти закрывается сразу после вашего рождения. Однако эта завеса не является плотной для тех, кто своими заслугами проложил путь для обладания даром видеть прошлое и будущее. Вы знаете, что даром ясновидения обладали многие пророки и святые, воплощенные на земле в прошлом и настоящем. Завеса приподнимается, когда ваши 4 нижних тела обретают определенную степень чистоты, и ваше сознание достигает того уровня, при котором оно не может испугаться некоторых вещей, случающихся при взаимодействии между мирами. Человеческое сознание на самом деле очень ограничено. Оно ограничено той ролью, которую вы выполняете в этой текущей жизни. И оно ограничено вашей кармой, которую вы создали в прошлой жизни. На самом деле, ваша карма является тем препятствием, которое стоит между вами и более тонкими мирами. Ваша карма представляет собой энергию, плотную энергетическую субстанцию, которая имеет очень низкие вибрации по своей частоте. И эти низкие вибрации являются той завесой, которая отделяет вас от нашего мира. Поэтому, возлюбленные, нет никакой разницы между вами и вознесенными суммами, кроме разницы в наших вибрациях. И когда вы получаете возможность с помощью ваших стараний и ваших заслуг избавиться от вашей кармы, избавиться от ваших несовершенств, вы приобретаете способность общаться с нашим миром, пребывать в нашем мире. Диапазон вашего восприятия мира расширяется, и вы приобретаете многие способности, которые называются дарами Святого Духа. Поэтому
Цель наших посланий — дать вам более четкое понимание, что только вы сами, ваши действия в прошлом и настоящем создали ту завесу, которая отделяет вас от реального мира Бога. А поскольку по замыслу Бога все в этой вселенной развивается по эволюционному пути, то следующий этап, которого вы неизбежно достигнете, будет этап освобождения от кармы ваших земных воплощений. Вы избавляетесь от вашей кармы и поднимаетесь на более высокий энергетический уровень. И на самом деле избавиться от вашей кармы можно несколькими способами. Можно совершать правильные выборы. Ваша жизнь представляет собой не что иное, как череду ситуаций, в которых вам всегда дается возможность сделать один из двух выборов. Один из выборов приближает вас к Богу, а другой выбор отдаляет вас от Бога. Все очень просто. И все многообразие жизненных ситуаций можно свести только к этим двум выборам. И этот путь является единственным, которому следуют все люди, принявшие воплощение на земле. Остальные пути являются вспомогательными. Вам знаком такой путь, как молитвенная практика, когда вы с помощью моменту ваших сердец притягиваете дополнительную божественную энергию в вашу жизнь и с помощью этой энергии растворяете ваши кармические работы. Недавно вам рассказали более высокой практике растворения кармы с помощью пульсации чакры. Но, к сожалению, эта практика становится доступна только на достаточно высоком уровне ваших духовных достижений. Но главным для вас является все-таки устремление к преодолению вашего ограниченного состояния, в котором вы находитесь в силу кармических причин. Если вы знаете диагноз, то вам легче найти правильное лечение и применить это лечение в вашей жизни. Поэтому все, что вы делаете в вашей жизни, является для вас способом преодоления вашего ограниченного кармического состояния. Для этого вы и принимаете воплощение. Таков закон этого мира. Когда-то вы выбрали испытать себя в воплощении как индивидуальность. Вы получили свободу для проведения своих экспериментов. И вы стали использовать божественную энергию по своему усмотрению. Для этого вам была дана личность. На определенном этапе эволюционного развития ваша личность была наделена разумом. А разум имеет свойство
вашим умом вы стали окутывать себя все более плотными и плотными энергиями, создавая карму, то есть используя божественную энергию не в соответствии с замыслом Бога, а в соответствии с замыслом вашего собственного ума. Ваша деятельность в плотном физическом мире на протяжении миллионов лет создала ту окружающую действительность, в которой вы находитесь. Вы знаете, что окружающий вас мир представляет собой лишь зеркало, в котором отражается ваше несовершенное сознание. Это был этап, когда в соответствии с планом Бога для этой Вселенной вам было разрешено экспериментировать с божественной энергией в соответствии с вашей свободной волей. И сейчас наступает новый этап. На первом этапе вы погружались в иллюзию, а сейчас наступил этап возвращения в реальный мир Бога. И по замыслу Творца те же самые души, которые участвуют в сотворении иллюзий, через свои действия должны преодолеть это иллюзорное проявление. И прежде всего вам необходимо отказаться от вашего несовершенного творения в своем сознании. На первом этапе вы все более и более погружаетесь в материю и все более и более отделяете себя от Бога. На втором этапе, через ваше осознание своего единства с Богом, вы должны вернуться к реальной части вас самих, отказавшись от иллюзий и обратившись к реальности. Преодолевая свое несовершенное состояние, отрабатывая свою карму, вы повышаете свои вибрации. И одновременно с повышением ваших вибраций повышаются вибрации окружающих вас мира. Вы преодолеваете себя, преодолеваете свою человеческую природу и обретаете все больше и больше божественных качеств, постепенно возвращаясь к божественной реальности, из которой ваши души пришли в физический